Всем привет! Сегодня посмотрим про твоего бывшего, но со стороны как учителя кармического. То есть посмотрим, какой экзамен ты завалила и почему этот экзамен вернется в другом лице. Расклады для тех, кто, как говорится, готов слышать правду. Еще раз напоминаю, чтобы расклады вам резонировали, я должен знать о вашем существовании. Поэтому оставляйте обратную связь под этими раскладами, и чтобы вам резонировало, потому что я же должен знать о вашем существовании. Тавтология получилась, ну да ладно. Поэтому, кто вчера оставил комментарий под раскладами, сегодня для них. Кто сегодня оставит, завтра для них. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Первый у нас вопрос: какой кармический урок этот бывший приходил тебе дать, но ты его и не прошла даже. Ну, знаешь, что ты не поняла? Он пришел в жизнь твою, чтобы тебя научить свою силу брать и менять этой силой все к чертям собачьим, когда надо. А ты этого так и не сделала. Ты же всегда была такая умная, вроде способная, там вроде все понимаешь, а по факту ты сидишь и ждешь, когда жизнь сама что-то изменит. Вот когда он был рядом, то ты видела, что отношения не те, что тебе плохо, что все идет не туда. Но вместо того, чтобы взять и изменить все, ты терпела. Ты думала, что там, если ты будешь правильно себя вести, или ты будешь стараться, если будешь ждать и так далее, то все само наладится. Но урок был в другом. Урок был в том, чтобы научиться убивать в себе все мертвое. Вот все, что не работает, все, что душит, все, что на дно тянет, убивать. И научиться говорить, что ну все, хватит, этому конец, и с нуля начинать. Без жалости к прошлому, без оглядки на то, сколько сил вложено. Просто вот брать и заканчивать то, что себя изжило, понимаешь? И он пришел показать тебе, что у тебя есть вся эта сила, чтобы менять свою реальность, что ты можешь создавать свою жизнь, а не по течению плыть. Что ты можешь там сама решать, что в твоей жизни остается, а что уходит. Но ты этого не сделала. Ты ждала, пока он сам уйдет. Пока ситуация, так скажем, сама развалится, пока все само закончится. Ты не взяла ответственность за свою жизнь. Ты не использовала свою силу для вот этих изменений, для трансформации. Ты осталась в позиции того, с кем что-то происходит, а не того, кто делает это сам. Понимаешь? В этом и есть твой незакрытый урок. Ты до сих пор не научилась быть творцом своей жизни. Ты до сих пор ждешь, что кто-то другой все изменит и придет. И как как его, волшебник на голубом вертолете прилетит, палочкой своей махнет, и все у тебя изменится. А у волшебника оказалась другая палочка, менее волшебная. И ты думаешь, что вот обстоятельства сложатся, звезды сойдутся. Знаешь, тут урок был простой. Бери и меняй сама все. Убивай старое, создавай новое. Используй свои мозги, свои таланты, свои способности. Не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы трансформировать свою реальность. И пока ты этого не сделаешь, этот урок будет к тебе как сказать, вот ты катаешься на карусели, а в одной точке на земле стоит кувалда. И вот ты об нее трысь, 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 трысь.
Понимаешь? И он будет возвращаться к тебе снова, снова, снова в разных мужиках и в разных ситуациях, но будет, пока ты этого не усвоишь. Почему до сих пор не усвоила этот урок и продолжаешь это в новых мужчинах притягивать? Ты в своей голове застряла. Вот ты постоянно все анализируешь, все взвешиваешь, все обдумываешь. Стоишь на перекрестке и смотришь на все вот эти дороги от перекрестка. Туда можно, сюда можно, а что если вот так, а что если вот эдак? Ты составляешь планы, ты прикидываешь последствия, ты риски оцениваешь, и пока ты все это делаешь, ты стоишь на этом перекрестке, а жизнь мимо проходит. Ты, знаешь, превратилась в такого вот вечного стратега, который никогда не переходит к действию. Он стоит, но зато с виду умный, он же рассчитывает все. Потому что всегда есть еще один нюанс, который надо учесть. Всегда. Всегда есть еще одна деталька, которую надо до конца обдумать. И вот в этом бесконечном анализе ты и тонешь. Ты настолько сама себя замучила и заумничалась, что ты разучилась просто делать. Просто брать и идти. Дороги вот все тут. Просто рисковать. Ты стала слишком холодной, ты стала слишком расчетливой и слишком осторожной. Ты себя отрезала от своих чувств, от своих желаний тоже, от своей интуиции. Вот ты живешь только головой, это неплохо. Но голова тебе постоянно шепчет: подожди, не спеши, еще разок подумай, а вдруг там ошибешься ты. И ты ждешь, ты думаешь, анализируешь и стоишь. А жизнь-то требует действий, жизнь требует решений, жизнь требует, чтобы ты выбрала направление и наконец-то пошла. Даже если не уверен, даже если страшно, даже если не знаешь, куда идти. Извиняюсь, но ты не можешь себе этого позволить. Идти, я имею в виду. Потому что ты хочешь все контролировать. Ты хочешь знать наперед все последствия. То есть ты хочешь гарантий. Из-за этого ты притягиваешь мужиков, которые тоже застряли, которые тоже не могут определиться, которые тоже вечно думают, а не делают. И ты притягиваешь ситуации, где тебе снова и снова приходится выбирать. И ты снова и снова застываешь в этом перекрестке, в этом выборе. Потому что урок не в том, чтобы правильно выбрать, а урок в том, чтобы вообще начать выбирать и действовать, а не зависать в этом бесконечном раздумье. Как закрыть этот кармический долг? Ну, тебе нужно играть в жертву и перестать. Потому что ты именно это и делаешь. Ты играешь в жертву обстоятельств. Нужно перестать считать, что ты связана по рукам и ногам, что ты ничего не можешь изменить, что ты заперта в клетке вот этих своих страхов, сомнений, извините меня, заговорился. И это все твои собственные цепи. Ты сама себя заперла. Ты сама на себя надела наручники. И постоянно себе говоришь: я не могу, я боюсь. А вдруг люди не то подумают, чего-то там не то? А что, если не получится? И вот эти твои внутренние голоса, они и держат тебя в этой тюрьме. А ключ от нее всегда у тебя, в кармане лежит. Тебе нужно научиться слушать себя. Не голову, не логику, не страхи, а себя, настоящую. Которая знает ответы без всяких вот этих анализов твоих. Которая чувствует, что правильно, а что нет. Интуицию свою, голос внутренний свой, мудрость свою. Они же всегда с тобой. Они всегда тебе подсказывают, но ты заглушаешь своими думами.
Знаешь, тебе нужно замолчать внутри и просто послушать. Вот просто послушать, что говорит твоя душа, куда она хочет идти, чего она хочет, и начать доверять вот этому знанию. Не проверять там его логикой, да, не взвешивать плюсы-минусы, а просто доверять и идти за этим чувством. Тебе нужно признать, что ты знаешь больше, чем ты думаешь. Что твоя интуиция, вот эта женская, твое знание внутреннее, оно сильнее любых логических вот этих построений. И когда ты начнешь слушать вот эту свою глубинную часть, то ты поймешь, что никакие цепи тебя не держат. Что ты свободна сделать любой шаг в любую сторону, хоть направо, хоть налево, хоть прямо, хоть наверх даже. Ты можешь выйти из любой ситуации только когда захочешь. Просто потому, что у тебя есть вот это знание внутреннее, как это сделать. И тогда этот урок закроется, потому что ты перестанешь быть той, которая вечно думает, вечно анализирует и вечно на каждом повороте судьбы кувалдой по голове получает. Ты станешь той, которая знает и действует, которая слушает себя и идет за своей правдой. И такой женщине уроки про трансформацию через боль, они уже не нужны, потому что она уже не мазохистка. Потому что она сама себя трансформирует. Понимаешь? Когда чувствует, что надо, конечно. Тут мне больше сказать нечего. Приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Какой главный кармический урок бывший пришел тебе дать? Ну, знаешь, тут понятно по картам. Перестать терпеть вранье и боль. И сразу из жизни выкидывать тех, кто делает тебе больно, а не играть в эту спасательницу мудаков. Он залез к тебе в голову уже не просто так. Он прям учебник. Обман плюс разбитое сердце. Он тебе, знаешь, на каждом шагу показывал, как сказать, вот, что что-то не сходится. Понимаешь? То есть, по-другому скажу, сказал одно и сделал другое, обещал вообще третье. И пропал в самый важный момент. И ты чувствовала, что вот дичь творится, что тебя разводят, но вместо того, чтобы сказать, ну, остановись, иди ты к деду в огород картошку копать, ты сидела и оправдание ему еще придумывала. Свои чувства гасила, слезы глотала, вид делала, что ничего страшного. Все ссорятся, и мы ссоримся. И знаешь, урок был не про то, чтобы стать еще терпеливее или мудрее. Нет, урок был про то, чтобы на первом же явном косяке встать и уйти. Не дожидаясь, пока тебя морально добьют до состояния, когда уже никому в жизни не доверяешь. Вот он пришел показать, что если человек врет, там скрывается, крутит за спиной, а ты все это чувствуешь телом, то твоя задача не вытянуть из него правду и не понять там, почему он так, да, а выбрать себя и лавочку эту прикрыть. А ты что сделала? Ты полезла копаться в себе, искать, чем я его спровоцировала, что со мной не так, почему он так поступил. Вместо того, чтобы признать, что тебя предали, тебя обманули, перед тобой реальный козел, ты начала разбирать свои ошибки, как будто экзамен не он завалил, а ты.
Вот в этом и есть твой заваленный кармический экзамен. Ты не поставила точку там, где надо было ее поставить. Ты не выбрала свою правду. Ты не встала на сторону самой себя. Ты позволила чужой лжи быть важнее своей боли. И вместо того, чтобы выкинуть этого, как сказать, персонажа в мусор вместе с его историями, ты сделала его вот мерилом своей ценности. И пока ты так делать будешь, урок считается, что ты не сдала. Почему до сих пор не усвоила этот урок? Ну, потому что ты до сих пор свято веришь, что если сильно, очень постараться, то можно перевоспитать любого придурка. Это знаешь у тебя откуда? Из детства, да? Дедушка Мороз. И надо очень сильно стараться, чтобы вот эта радость пришла. Ты привыкла все на себе тянуть. Все сглаживать, все там удерживать. Ты реально сильная. Ты многое вывозишь, но проблема в том, что ты эту силу тратишь не туда. Вместо того, чтобы вот этой силой там защищать свои границы, да, ты этой силой тащишь на себе отношения, которые изначально тухлые. Вот почувствуй, понюхай. Запашок, да, идет. Тебе прилетает очередной умник с хвостом тараканов, и ты думаешь, не подойдет он мне или подойдет. Ладно, разберемся. Сейчас притрусь к нему, да, подстроюсь, помогу, потяну и посмотрим. В итоге ты сама выбираешь сценарий, где ты двигаешься за двоих. И еще при этом ты жонглируешь. И ему угодить, и работа, и дом, и подружки, и сама не развалиться. И ты разрываешься между вот этим сильной девочкой быть, все тащить, и вот этой вот быть удобной, чтобы не потерять вот этого мужчиночку. В итоге и силу тратишь, и себя теряешь. Поэтому Вселенная тебе снова и снова подсовывает одну и ту же модель. Разных по морде, но одинаковых по сути мужиков. Потому что ты упорно продолжаешь верить, что надо вот еще немножко поднапрячься, еще побольше потерпеть, еще раз там все за против взвесить и подумать еще годика 3. И потом, вместо жесткого решения, что с тобой так нельзя, у тебя вечная игра на 2 фронта. И себя не бросить, и его не обидеть. Ты себе не разрешаешь сделать один прямой шаг. Выключить режим няньки и включить режим «я не обязана тащить этих чудиков». Ты держишься за образ вот этой сильной женщины, которая все выдержит. И вот эта маска, она не дает тебе принять один простой факт. Нормальные отношения, они не требуют от тебя постоянного подвига. Пока ты сама себе это не признаешь, тебе дальше будут прилетать такие же мудаки. Только в другой обертке. Каждый раз одна какашка, но в разных обертках. Как закрыть этот Извиняюсь. Как закрыть кармический долг этот раз и навсегда? Ну, знаешь, тебе надо себе устроить внутренний разбор полетов. Без скидок, без соплей, без жаления себя. Просто взять и вслух признать: да, мне врали, да, меня предавали, да, я сама закрывала глаза на это. Да, я сама шла туда, где больно. Да, я сама выбирала этих мужиков-мудаков. Потому что не хотела признавать, что заслуживаю другого. Не отмазкой вот этой «карма такая, вселенная так захотела», а честным приговором своей старой модели. Твой внутренний суд, где ты больше не ищешь оправданий своим действиям и не выгораживаешь себя типа «а я не знала», «а я не думала, что так будет». Все ты знала,
Все ты чувствовала, все ты игнорировала. Вот это и надо себе сказать. Потом перестать рвать на себе, как говорится, образно рубаху, да, и входить в новые истории на тех же сломанных настройках нужно перестать. Кармический долг, он закрывается не свечками, не ритуалами, не походом к бабкам, а когда ты начинаешь жить по другим правилам, спокойным и адекватным. Не из крайности вот этой «все терплю» в крайность «все мужики говно», а в нормальную середину. Смотрю на дела, а не на слова. Проверяю не фантазию, а реальность. Не драматизирую. Не цепляюсь за каждого, кто мне подмигнул, за каждого встречного поперечного. Встретила нового, не влетаешь в него с головой. Дай себе время посмотреть, как он себя ведет в обычных буднях. Не тащить его на пьедестал. У тебя мужики сопротивляются, а ты на пьедестал. Сразу давай, командуй, мой любимый император. А потом удивляешься, почему он тебя раздавил. Не превращаешь мужиков в центр своей вселенной. Видишь намек на ложь, на манипуляции, на играние на жалости. Не устраиваешь вот эту лекцию внутренне. У всех есть травмы, у него, наверное, тоже. А тихо разворачиваешься и уходишь, вспоминая, что ты не мама его и не нянька даже. Без шоу, без мести, без истерик, просто уходишь. Просто не берешь этот экзамен еще раз. И когда ты несколько раз подряд выберешь не драму, а спокойный вариант, не страдание, а ровное здоровое общение, то мир зафиксирует. Все, она усвоила урок. Можно дальше не подсовывать эти в одной обертке какашку в разных масках. Ты перестанешь жить в режиме этот кармический учитель и начнешь жить в режиме «я сама себе учитель», и больше это все в мою жизнь не пускаю. Представляешь, как можно, да? Вот и делай. Что-то сложное, иди в проживание арканов. Было бы желание изменить свою жизнь, а не в жертву играть, правильно же? А мы перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Тут вообще все просто. Первый у нас вопрос, какой кармический урок этот бывший тебе пришел дать. Тебе, знаешь, урок дали про взрослость, не знаю, как это сказать, и про опору на себя. А ты сыграла в хорошую ученицу рядом с дядей, который любит рулить. Ты реально жила по его правилам. Он время назначал, он решал, что правильно, что неправильно. Он учил тебя как надо, а ты просто кивала, старалась, похвалу ловила, как собачка за вкусняшку. Ты с идеями приходила, а он носом крутил. И ты сразу откладывала, потому что, он же опытнее. Ждала одобрения его, даже когда речь про твои деньги, про твои планы. То курсы ты захотела, да? Ты хотела записаться, он сказал, пока рано. И ты сдулась. С отпуском ты подстроилась тоже под его график. Возможно, даже деньги, потеряла. История с отношениями – это полгода ты терпела серую зону, потому что, ему же сложно, у него много ответственности и висела в неопределенности. То ли отношения у нас, то ли просто привет, пока. Тебе надо было встать и сказать, так,
В моей жизни есть порядок, есть статус, есть конкретика, есть уважение к моему времени и деньгам. И если ты не вписываешься, дверь вон посмотри где. Но ты что сделала? Ты проглотила. И тут не про то, что бедная ты. Нет, тут про то, что ты сама сняла с себя корону и вручила свою корону ему. Лепила из себя прилежную, лишь бы он не обиделся, лишь бы не вспугнуть, лишь бы все было красиво. А урок был другой. Собрать позвоночник, обозначить правила, перестать искать папочку одобрямчика и стать хозяйкой своей территории. Не ждать, что кто-то скажет «можно», а самой говорить. И да, тут без жалости. Ты провалила именно момент, где нужно было ставить рамки по фактам. Время, деньги, статус там, и ответственность. Не истерикой, не нытьем, не усипусечками, а вот спокойным «со мной так нельзя». Не сделала. Поэтому сценарий получила, где тебе сверху кидают крошечки, а ты благодаришь. Вот за это и прилетел тебе этот учитель. Показать, что ты не стажер на испытательном сроке у мужика. Ты сама себе система. Но пока ты играешь в этот, мне бы только научиться быть удобной. Тебя и дальше будут проверять на прочность теми же мужиками, теми же приемами, только, как говорится, в другой обертке. Почему до сих пор этот урок не усвоила? Ну, потому что ты уходишь в туман и замираешь. А как по-другому тут сказать? Тебе страшно спросить прямо. Ты предпочитаешь додумать. Пропал он на 3 дня, ты придумала 10 версий, почему это нормально, и легла лицом в подушку с надеждой. Он сам напишет, когда освободится. Он стелет фразами про сложный период в его жизни, у него вот все навалилось. А ты ведь делаешь, что поняла, и исчезаешь в молчании, вместо того, чтобы поставить вопрос ребром. Ты же не проясняешь ничего, ты ждешь. Ты не действуешь, ты с открытыми глазками спишь. И сама себя гипнотизируешь словами «надо ему время, я это переварю, пусть все уляжется, а потом мы поговорим». Уляжется, на твоей шее уляжется. Ты ночью крутишь одно и то же. Пересматриваешь переписки, выискиваешь там намеки, старые голосовые даже слушаешь, где он звучал раньше теплее. И ты цепляешься за интонации, где, как тебе кажется, все же было тепло. А утром что ты делаешь? Ни хера. 0 шагов, ни одного. Ты не задаешь прямой вопрос, ты не озвучиваешь условия, ты не выходишь из отношений, где ты статист простой, вот этот вот, который на втором плане. Ты как будто прячешься под одеяло и ждешь, что буря пройдет. Из-за этого к тебе и липнут такие же туманники, назовем их. Без формулировок, без ясности, без ответственности, потому что ты им удобно. Ты не включаешь свет. Ты сидишь в этом полумраке, да, и пытаешься по звуку понять, что там, черт возьми, происходит. А надо было выйти в коридор, щелкнуть этот тумблер, не тумблер, выключатель, и сказать: «Здесь бардак, наводим порядок. Нет, значит, пошел ты у деда картошку копать». А ты выбираешь тишину вместо позиции. Вот и получаешь, как говорится, спутанных персонажей, которым выгодно, чтобы ты молчал. И пока ты тушишь себя страхом конфликта или там надеждой, что пронесет все, тебя будут катать по тем же рельсам. На той же карусельке будешь вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Ты же не бетон, ты мягкая.
Вот они и мнут тебя. Ты пластилин. Что захотел, то и слепил. Захотел сделать просто дырочку из, как сказать, пластилина сделал. Захотел просто эту дырочку. Закрыл, чтобы молчал. И все. И ты ведь это чувствуешь. Просто ты вид делаешь, что не время. Знаешь, когда время? Честно скажу. Оно вчера было. Как долг этот кармический закрыть? Знаешь, тот, кто кормит тебя тишиной и переносами всякими, типа «извини, завал на работе», вот открываешь чат и коротко фиксируешь правила. Без воды. Например, там регулярный контакт, то есть регулярно встречаемся. Конкретные встречи с конкретным временем, потому что он должен уважать твое время. Ясность статуса. В первую очередь, кто вы друг другу. Не просишь, нет. Не надо вот этих вот женских «ну что там у нас между мной и тобой?» Сообщаешь. А дальше смотришь на действия. Не на слова, не на сопли, не на сказки про судьбу и про то, что завал. На действия. Ближайшие 7 дней. И если начинается вот этот старый цирк, типа отмена в последний час, пропадание или там сложно объяснить, то ты не лезешь в расследование. Не пишешь полотно всякой смс-ки длинной и не читаешь по звездам и не смотришь расклады. Куда же он пропал, мой любимый? Просто ставишь точку и закрываешь этот канал связи. Не временно, окончательно. Теперь про ночь, которая тебя кроет. Накроет, да, будет трясти, даже руки потянутся ему смс-ку написать, типа «Привет, как дела?». Это и есть твой экзамен. Ты не пишешь, ты не оправдываешься, ты не объясняешь свое «нет», ты выдерживаешь. Перекладываешь это напряжение в тело. Вода, движение, воздух. Утром снова к фактам. Убирай триггеры все, общие фотографии, общие доступы, мелкие какие-то якоря, через которые он заходит тебе в голову. Носок он у тебя дома забыл, зубная щетка и так далее. Все его шмотки возвращаешь. Понимаешь? Без вот этих «поговорим по душам». Ну а дальше самое важное. Знаешь, когда встретишь нового мужчину, а ты его встретишь, ты начинаешь строить все по новым правилам. Не на ходулях из надежд, а на конкретике. Спрашиваешь прямо, фиксируешь договоренности, диктофон, смс-ка, неважно. Не подменяешь поступки словами. Если видишь несоответствие с тем, что на языке и в деле, то скидок не делаешь. Ты же не базар. Ты же не товар на базаре, да? Чтобы за тебя торговаться. А давай мы сбросим цену наполовину. М? Хочешь на себя цену сбросить? Половину хотя бы. Приятно? Я думаю, что нет. Поэтому скидок не делаешь. Просто отходишь в сторону. Страшно будет, да. Ночью снова слезы, сопли и так далее. Это и есть твоя вот эта вот 9-я миля. Не сорваться. 2-3 таких выдержки подряд, и мозг перестроится. Ты поймешь, что твои «нет», они работают, что мир не рушится, что нормальные мужики не сливаются. А мусор сам уходит. Вот это и будет закрытие долга. Ты больше не будешь спорить с реальностью и воевать с призраками. Ты просто стоишь на своем, даже когда колбасит.
И тогда возвращаться будет некому. Твои двери, они перестанут открываться на любой мусорный ключик, потому что замок другой уже. Замок твой личный. И всегда помни, что я с тобой рядом.